Постельные клопы чаще всего поселяются именно в диванах и кроватях, поскольку здесь они находятся ближе всего к источнику пищи, спящему человеку. Поскольку ничем другим, кроме крови человека, они в квартире не питаются, им приходится для питания постоянно перемещаться из мест укрытия к спящему человеку. Сам диван, на котором постоянно спят люди, подходит для обустройства таких клоповьих гнезд идеально. Судите сами. Из гнезда в диване клопу нужно совсем немножко переместиться, чтобы укусить человека и напиться крови. Чем меньше ему приходится бегать, тем ниже риск попасться на глаза человеку и быть уничтоженным. В диване этот риск минимален. Насекомому нужно переползти с одной стороны матраца или обивки на другой, и все, завтрак подан. Потом в диванах есть много мест, подходящих для обустройства гнезд. Складки обивки, стыки подушки, полости между обивкой и каркасом, щели в стыках каркасов. Практически идеальное укрытие. Здесь клопов сложно достать, но благодаря узкому телу каждый паразит надежно прячется от посторонних глаз. В нашей практике было много случаев, когда диван приходилось разбирать буквально до болтика. В том числе срывать в него весь эрголит и ткань, чтобы добраться до хорошо спрятанных гнезд клопов с яйцами и нимфами. Наконец, в диванах больше сложных конструкций, подходящих для укрытий, чем в простых кроватях. Здесь могут безопасно укрываться большие количество клопов. Здесь их сложнее найти, а если удается найти, сложнее с ними здесь и бороться. Проще говоря, диваны – это самое безопасное и самое удобное место для жизни клопов. Нет ничего удивительного в том, что если они появляются в помещении, то в наибольших количествах размножаются именно здесь, в диванах. Почему они вообще заводятся в диване? Да все просто. Клопов либо заносят в дом сами жильцы, либо они мигрируют сюда из соседских помещений. Их можно случайно занести в сумки на одежде. Можно даже случайно купить бывший в употреблении и уже зараженный диван и занести сюда. Если у соседей живут клопы, а в вашей квартире не очень качественный ремонт, практически наверняка паразиты рано или поздно заберутся и к вам. И в первую очередь обоснуются возле тех мест, где вы спите. Спите на диване, возле него и в нем самом они наверняка и поселятся. Так вот, учтите, что нигде, кроме квартир и домов, клопы жить не могут. Очень небольшие дикие популяции их обитают в пещерах в Туркмении, питаясь кровью летучих мышей, но основное количество этих паразитов живут именно в жилье человека. Нет никаких специфических причин их появления в квартире вообще или в диване в частности. Когда у них есть возможность расселиться в соседские помещения или они случайно сюда попадают, они расселяются и начинают размножаться в новом месте, пытаясь быть ближе к жертве, человеку. Именно поэтому постельных клопов часто называют диванными. Это не совсем корректно, отдельного вида диванных клопов не существует. Это те же насекомые, которые живут, например, за плинтусами, за шкафами, под паркетом. Они также выглядят, также вредят и такими же способами выводятся. Как найти клопов в диване и вообще узнать, в диване они прячутся или где-то рядом? Все-таки вполне может быть такое, что кусают они человека, спящего на диване, но прячутся после этого в каких-то других местах. Так вот, найти их просто и в то же время очень сложно. Почему сложно? Потому что для обнаружения клопов нужно разбирать весь диван, причем не просто открыть его и осмотреть внутренние полости. Здесь клопов может и не оказаться, потому что все они прячутся в более укромных местах. А нужно именно раскручивать каркас, осматривать места прилегания отдельных элементов, снимать обивку, вынимать эрголит и набивку. Именно здесь, в самых труднодоступных местах, и прячутся клопы. Именно из-за того, что такая работа трудоемкая и требует больших сил не только на то, чтобы разобрать диван, но и на то, чтобы его затем собрать. Ее мало кто и проводит. И, кстати, именно потому, что разбирать диван, а потом собирать его обратно, очень сложно. Многие люди и не делают этого при обработке. Потом у них не получается вывести клопов самостоятельно. Они вроде и средства применяют те же самые, что применяем и мы, специалисты, и все делают по инструкции, но до основных гнезд этих средств просто не достают, и клопы там остаются живыми. Мы же, когда травим клопов, разбираем диваны до винтика. Иногда из-за этого приходится буквально воевать с клиентами, но наша цель не сэкономить силы и сохранить диван, а уничтожить клопов. В этом кроется один из секретов успешной обработки. Нужно найти все места укрытий паразитов в доме, даже если для этого нужно разобрать диван, оторвать плинтуса или поднять паркет. Иначе дезинсекция будет проводиться бесконечно, а клопы никогда не будут исчезать. Самостоятельно люди этого делать не хотят и потому избавиться от клопов не могут. Мы это делаем и клопов выводим.
Если же диван вы разобрали и клопы там действительно есть, не заметить их присутствие невозможно. Во-первых, на глаза будут попадаться экскременты, маленькие такие черные шарики, примерно 1 мм в диаметре. Наверняка вы наткнетесь и на самих клопов. У взрослых широкое, но сплющенное тельце коричневого цвета, а только-только напившиеся паразиты имеют красный цвет. У нимф тело несколько мельче, но более вытянутое и светлое. Молодые нимфы вообще беловатые, полупрозрачные, а у сытых в брюшке заметна свежая кровь. В местах скопления клопов также плодятся их яйца белого цвета, вытянутые в длину, но все равно такие мелкие, 2-3 мм. Как правило, быстрее всего обнаруживаются именно гнезда, где много клопов разных возрастов, яиц и экскрементов. Тем не менее, в диване следует внимательно отогнуть и посмотреть все швы, складки, стыки. Здесь можно найти отдельно спрятавшихся особей, особенно взрослых. Если вы нашли клопов, их нужно травить. Если не нашли, но есть подозрение, что где-то в доме они все-таки обитают, нужно поискать в других местах, в других кроватях, диванах, в креслах, за плинтусами и за отставшими обоями. Везде, где есть укромные места, от которых паразиты за несколько минут могут добраться до места отдыха человека. Кстати, бывает такое, что никаких подозрений на клопов у людей и нет. Никто их не кусает, но в диване обнаруживаются какие-то насекомые. Чаще всего это жуки-точильщики и усачи. Их личинки прогрызают ходы в деревянных элементах мебели. Кожееды. Их личинки могут портить ткань и обивку из других материалов. Реже в диванах можно найти тараканов или блох. Еще реже синоедов. Их тоже нужно травить, хотя методы их уничтожения могут быть несколько иными, не такими, как при истреблении клопов. Как же конкретно травить клопов в диване? Как минимум нужно найти все места в помещении, в которых могут прятаться паразиты. Порой для этого приходится сделать полный переворот в квартире, но если этого не делать, какие-то гнезда могут остаться ненайденными и затем при обработке их пропустят. Клопы здесь выживут, поэтому диван это только начало. Нередко люди начинают с него, находят клопов здесь, затем проверяют всю квартиру и обнаруживают, что еще больше паразитов прячется под коврами, за паркетом, за шкафами, за обоями, за плинтусами. В каждой квартире ситуация может быть индивидуальная. Может, однако, быть и такое, что клопы поселились только в диване, но до обработки в этом нужно убедиться, тщательно проверив все остальные возможные места их укрытий. Но вот вы осмотрели диван и убедились, что он заражен. Его нужно обработать средством, которое надежно уничтожит клопов. Это могут быть разные инсектицидные препараты, от относительно недорогих, например, карбофоса, до достаточно дорогостоящих. В каких-то квартирах клопы могут иметь иммунитет к часто применяемым препаратам. В других их вполне можно потравить копеечными средствами с рынка. Поэтому во многих случаях первая обработка – это своего рода проверка. Если клопы погибли, значит средство против них работает. Если выжили, по крайней мере какая-то часть их, значит их нужно будет потравить повторно другим препаратом. Мы используем для обработки диванов и импортные средства с комплексным составом и относительно новыми инсектицидами в качестве действующих веществ. К таким препаратам у клопов нет устойчивости, и при правильной обработке все паразиты гибнут. Однако эти средства стоят достаточно дорого. На рынках не продаются, а травить ими клопов выгодно тогда, когда есть возможность закупать их по оптовым ценам. Таким средством тщательно обрабатываются все детали дивана. Весь наполнитель мягких частей, вся обивка, те места, где находятся гнезда, опрыскиваются двойным количеством средства. Особенно тщательно. Сами гнезда желательно механически протирать тряпками или перчатками, чтобы раздавить здесь яйца. Они более устойчивы к инсектицидам, и после обработки из них могут вылупляться личинки. Желательно, конечно, опрыскивать все конструкции дивана под большим давлением, чтобы средство проникало на большую глубину мягких частей, под обивку, под швы и в стыки. Однако такой эффект можно получить только при использовании профессионального оборудования. Специальных фоггеров, которые из-за высокой стоимости используют только профессиональные дезинфекторы. Простым пульверизатором так тщательно обработать детали дивана не получится. Если клопы были найдены в других местах в квартире, обработать все эти места нужно также тщательно, как и конструкцию дивана. При обработке окна, двери и вентиляция в квартире должны быть закрыты. Сразу после обработки диван собирать не следует. Его нужно оставить разобранным, выйти из помещения и плотно его закрыть. Через 2-3 часа комнату можно проветривать. Диван собрать, но не мыть и не вытирать. Средством пропитается материал, но на поверхности препарат будет в минимальном количестве. И спать на таком диване будет совершенно безопасно. Тем более, если его застелить простыней, спящий человек не будет контактировать со средством. А вот если в диване или около него выживут несколько клопов, то в попытках после обработки подобраться к человеку, они будут перемещаться по обработанным поверхностям и травиться.
Считается, что клопов в диване можно уничтожить, если вынести его на мороз и подержать на улице 2-3 дня. Это действительно так, но в действительности избавиться от клопов эти меры не помогают. Просто в большинстве квартир клопы прячутся в диване и в других местах. Даже если все паразиты в диване погибнут, те из них, что находятся за плинтусами или под полами, выживут и заселят диван после его возвращения. А вымораживать всю квартиру сложнее и опаснее, могут разморозиться трубы с водой. По этой же причине нельзя быть уверенным, что если диван выкинуть, то клопы исчезнут. Если они живут только в диване, так и будет. Если они прячутся где-то еще рядом, то после удаления дивана ничего не поменяется. Может, на несколько недель интенсивность покусов снизится, потому что клопов станет меньше, но затем оставшиеся в других местах помещений клопы размножатся и все вернется на круги своя. Вообще нет смысла пытаться как-то выгнать или отпугнуть клопов из дивана. Иногда именно так и пытаются с ними бороться люди, раскладывать травы, наливают уксус или спирт. Из квартиры паразиты все равно не уйдут, кусать человека они не перестанут, только на время может немножечко снизиться интенсивность их покусов. В общем же, нужно рассчитывать на то, что либо вы уничтожаете клопов, либо они вас кусают. Отпугнуть, прогнать, отвадить или заговорами, или эфирными маслами точно не получится. Далее, в некоторых случаях требуются повторные обработки. Иногда у клопов есть устойчивость к тем средствам, которыми их травят. Иногда они прячутся в совершенно недоступных местах в помещении. У нас с профессиональным оборудованием, очень опытными дезинфекторами и очень эффективными средствами из каждых 8 заказов в одном приходится травить клопов повторно. А если делать это самостоятельно, практически наверняка обрабатывать и диван, и квартиру придется еще раз. К этому нужно быть готовыми. После обработки нужно смотреть, появляются ли после сна укусы, иногда осматривать диван и другие места в помещении. Если обнаруживается или укусы, или клопы, или то и другое, обработку желательно провести через 2-3 недели после первой. В этом случае удастся вытравить максимальное количество нимф, еще не успевших превратиться во взрослых насекомых, и, следовательно, еще не отложивших яйца. Разумеется, если травить клопов будем мы, с большой вероятностью повторную обработку делать не придется. Надобность не возникает, если квартира слишком сильно заражена, либо заражены соседские помещения. По этой же причине необходимо как можно раньше найти все места, по которым клопы могут забираться в квартиру от соседей, а затем все эти проходы заделать. Сделать это желательно еще до обработки, чтобы исключить любой шанс у паразитов проникнуть в помещение сразу после нее. Если этого не сделать, то даже после самой эффективной травли новые клопы рано или поздно заберутся в квартиру и начнут здесь размножаться, а всю эпопею придется повторять сначала.